Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні готую, та й не тільки сьогодні, кабачкову ікру шматочками. Це швидкий перекус, закуска, салат, називають по-різному, а виходить однаково смачно. Перед вами все те овощи, которые понадобятся для икры. В рецепте под видео сможете его найти. Я обязательно укажу их вес уже в очищенном виде. Морковка, лук, чеснок, кабачки, конечно же, молоденькие, кожица легко продавливается. Семечки, если есть, то очень мягкие, поэтому очищать и удалять ничего не буду. Только повреждения, хвостики и попки. И еще понадобится растительное масло для жарки и специи. Первым делом нарезаю кабачки мелким кубиком, стороной максимум 5 мм. Добавляю чайную ложку соли, набираю с горкой. И хорошо перемешиваю. Пусть постоят, пока я нарежу и обжарю лук и морковку. За это время они пустят сок, отдадут лишнюю влагу, будут не такие водянистые. Включаю средний огонь, наливаю растительное масло, где-то 3 столовые ложки. По надобности потом добавлю. И уже в разогретую сковородку высыпаю лук. Нарезала его мелким кубиком. Как только он начнет подрумяниваться, добавлю морковку. Хорошо перемешиваю, чтобы лук снизу не подгорал. И добавлю еще немного растительного масла. Натертая морковка много его в себя берет. А в это время отбрасываю на сито кабачки. Пусть постоят еще в таком виде. Посмотрите, сколько жидкости из них уже сошло. Морковка обжарилась до мягкости. Высыпаю сюда кабачки. Пусть немного протушатся, а я подготовлю помидоры. Крышкой пока не накрываю, кабачки дадут еще немного сока, пусть он выпаривается. На помидорах делаю надрезы крестиком и заливаю только что закипевшей водой. Секунд 20 даю постоять. Все, достаю из кипятка. Видно, что кожица уже снимается. Выкладываю на тарелочку. Вот теперь их легко можно очистить. Беру помидор в руку, он не горячий. И очищаю. Сегодня готовлю с помидорами, не с томатной пастой. У меня на канале уже есть 2 рецепта, где я готовила с томатной пастой. Один с морковкой, другой без морковки, с добавлением майонеза. Оба рецепта достойные, икра вкусная. Если не готовили, обязательно попробуйте. В описании над рецептом я оставлю ссылки на эти видео. Нарезаю мелкими кусочками. По желанию можно натереть на крупной терке. Кабачки протушились 15 минут. Видно, что вытушивается еще лишняя влага. Добавляю сюда чуть больше чайной ложки адыгейской соли. Это соль с приправами и чесноком. Выливаю сюда помидоры вместе с соком. Сразу пошел такой вкусный аромат. Снова хорошо перемешиваю и вот теперь протушу под крышкой. Добавляю сюда пол чайной ложечки паприки, немного красного жгучего перца, но все приправы по вашему вкусу. И еще немного молотого перца, черный горошек. Все, больше крышкой не накрываю, пусть испаряется влага. И можно будет добавить чеснок, зелень, если вы любите ее в икре. И еще минут 5 или 7 протушить. Добавляю чеснок, я его мелко нарубила. Протушу еще 5 минут. Вот теперь возьмите немного на тарелочку, полностью остудите и попробуйте на вкус. Только в холодной икре вы поймете, чего вам не хватает. И добавьте соль, может быть перчик или щепотку лимонной кислоты, если кислоты помидор маловато. В общем, все по вашему вкусу. Мне кислоты достаточно, а вот пару щепоток соли добавлю. Икра уже становится гуще, но можно сказать, что она полностью готова. Протушились и помидоры, и кабачки. Смешались все вкусы, ароматы. Вот теперь ей надо дать полностью остыть, тогда она будет намного вкуснее. И можно подавать к столу.
Напишите в комментариях, кто выбегал на улицу с таким бутербродом. Делились с друзьями и возвращались за добавкой. Было очень вкусно. А якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу і тим, хто пригостив мене кавою, за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.